Здравствуйте, меня зовут Макс. И как сказал бы Старк, я просто плачу за все, изобретаю все и прекрасно выгляжу. 2018 год для нас стал очень продуктивным. Канал существенно вырос, мастерская пополнилась кучей оборудования, а проекты смогли переплюнуть все существующие аналоги, попадая в топ. И сегодня с радостью представляю вашему вниманию очередной, далеко не последний проект. Как вы могли догадаться, это щит Капитана Америки. За основу была взята 6-мм бронепластина, которая, к слову, бронирует БТР-70 и прочую бронетехнику. И это, пожалуй, лучшая характеристика ее прочности. Конечно, в интернете немало очень крутых копий, но ни одна из них не будет такой долговечной и стойкой к всевозможным механическим повреждениям. Я уже молчу о пуле. И хоть мы не делаем косплей, каноничный вид постараемся максимально сохранить. На фоне, кстати, новая игрушка – ЧПУ Плазморез. Это такая штука, что вырежет любую 2D-форму из любого металла. Что мы, собственно, и сделали. Как по мне, вышло супер. Далее, черновая зачистка металла лепестковым кругом от всевозможных налетов, неровностей и заусенец. Полировать зеркало или хотя бы равномерно смысла пока никакого. Щиту в дальнейшем подлежит пройти еще кучу процессов. Придавать форму было решено 12-тонным прессом. Но, увы, размер не позволял прогнуть средину, дабы дать направление, и это пришлось сделать другим путем. Подложив пару отрезков профильной трубы с помощью кувалды, надо было слегка прогнуть. После полусотни ударов мои уши сдались. Каждый удар напоминал вот этот момент из фильма. И уши не то что закладывало капитально, казалось, что просто контузит тебя. Звонкий попался материал, но радует огромная схожесть со звуками из фильма. И вот все старания были не напрасны, и дальше можно продолжить обгибать края на том же прессе. 12 тонн вполне достаточно, чтобы начать передавать форму щиту. Положив пару проставок под давлением, это стало гораздо больше походить на щит Капитана. Ну и тут всплыла особенность бронелиста. Он очень пружинен, и вся форма изгиба возвращалась обратно при отсутствии напора. Но оставив его в таком положении на 30-60 минут, срабатывала некая память металла, и примерно 30-40% от заданной формы все-таки оставалось. К сожалению, разогреть и придать форму мягкому металлу невозможно. Щит имеет заводскую закалку, и перегрев его опять, он ее лишится, существенно потеряв прочности. Поэтому из двух бед мы выбрали не самую страшную. Хоть и на все про все было потрачено всего около 5 часов, данный вариант по времени нас не очень устроил. Мы повторно зачистили все царапины и следы различными щетками и кругами, опять же не скрою, экспериментируя с новым для себя материалом. В итоге, по размерам он немного отличается от оригинала, но был выполнен пропорционально моему телосложению для удобства эксплуатации конкретно мной. Форма изгиба далеко не конечная, а круги и звезда нарежутся в самом конце перед самой покраской. Хоть и было затрачено мало времени, из идеально плоской детали форма постепенно начинает вырисовываться, и это отчетливо видно на этих кадрах. Разумеется, вес человека никак не способен прогнуть или деформировать форму щита. Весит щит практически 10 килограмм. И это, как по мне, не слабое прибавление к мощи удара. Дополнительно был вырезан и щит для кота. Ладно, шучу. Это просто для первых опытов и тестов, пристрелочных, можно так сказать. Во всяком случае, такого серьезного подхода к идее я не видел. Далее мы расскажем, как же изогнуть пластину и покажем процесс детализации. И, конечно, куда же без тестов. А вам огромное спасибо за просмотр. С вами был Макс прямиком с мастерской Red Technology Industries. До скорого, друзья!